Сплит реалити. Вероятно, Мане разлюбил людей. Они стали ему и его свету мешать. Но это была речь о том, как изображать людей в пейзаже. Но я не думаю, что он разлюбил людей. У него даже, когда жена умерла, он смотрел на то, как свет падает из окна на ее лицо, мертвая лежит. И это было так красиво, что он поставил мольберт и написал последний портрет любимого человека. Не думаю, что он разлюбил людей. Он любил свет. Посмотрите на его глаза. В них отражается свет солнца. Художник сам решает, когда вставить людей в пейзаж или не вставить. Это ощущение. Он писал ощущения, впечатления. На нашей карте предпочтений лежат те или иные объекты. Мы можем их добавлять, не добавлять. Будем свободны в этом. Сергей Иванов, та же фигня с форматами. Хватает только на мелочь, но после каждой получаешь удовольствие. Проблема в том, что они ничего не стоят. Продать многие жалко, да и навара с них будет, кот наплакал. Большие просто нужно писать, и в этом проблема. Осенью 90/60 еле осилил, возил 8-9 дней, и в итоге по сравнению с этюдом вышло совсем без настроения. Большие писать сложно, еще настроение в них оставить. Да, это проблема. И даже не помогает то, что этюд получился удачным. Понимаю. Как подслушал у Бато, что он после удачного этюда уже пишет работу. Но иногда наоборот. Сначала пишет большую, а потом маленькую. Чаще даже так. Это все-таки два разных дела. Имхо, у вас есть такое правило. Есть у вас такое правило, когда вы решаете этюд писать в большом формате. Понятно, например, когда там композиция, многолюдность постановка. Но вот дальше я критериев просто не щупаю. Чем больше работаете, Сергей, тем быстрее приходит ощущение, вот моментальное, когда вы оказываетесь в какой-то ситуации, пейзажной, например, пейзаж пишете, и вот моментально, много же наработали, я не знаю, там 10 тысяч, например, работы вы сделали, и просто моментально чувствуете, сюжет, из него можно извлечь более крутую, более такую значимую музыку. Тогда смело можно ставить сразу большой формат, как средний, там 90/60, вот, например, да, и писать в него вот это настроение, если вы почувствовали. Но для этого, может быть, вот мы сейчас на академичку едем, с группой, может быть, сначала там пару дней или 3 дня поработать с небольшим форматом, почувствовать среду, почувствовать какие-то варианты возможностей. И в какой-то момент вы почувствовали, сделали там 20 этюдов, да, работ, небольшой формат. Посмотрели их, оценили, вот этот и этот можно сделать в большом. И идете в эту же точку, ставите большой и работаете смело, с новым впечатлением, с новым настроением, но уже есть же какой-то вот этот задел, ощущение, что здесь, сейчас я выжму из него, невозможно. То, что не делал раньше, вот этот момент важный. Постараться написать его же, на академичке, я не знаю, уже сколько раз я там был, сюжет одни и те же. Но на то же место постараюсь сделать так, чтобы это было ново для меня. Это вызов. Это интересно решать такую задачу. Но опять Мане вспомним. Сколько он написал Руанский собор? Причем я видел эти в оригинале работы. Они я не знаю, такие вот, как у вас. 90/60 примерно. 45, что ли? Представляете? Практически с одной точки. Состояние всегда разное, разное решение, а композиция практически одинаковая. Решение разное. И поскольку эти решения бесконечной вариации возможностей, да, это же развязывает руки, делает тебя сильным. У тебя нет даже мысли, что я это уже писал. Как некоторые художники говорят, это я уже здесь писал, с этой точки. Да с этой точки можно всю жизнь писать. Мане тому пример. Если это происходит не из желания заработать,
а из восторга перед тем, что как все это переливается. Если вы были кто-нибудь из вас в Руане, понимаю, что все равно это от Парижа надо проехать, я не знаю, километров 200, вы видели наверняка, какое это чудо. Это же кружева, вот по ощущениям приходит на ум, видя Руанский собор. Это громадное строение, но выглядит так легко, как будто бы вот невесомо, как будто это такая кружевная вязь. Понимаю восторги Мане написать это чудо. Из восторга пишутся такие 45 там, или 47 работ. Я призываю к тому, чтобы быть в этом состоянии вот этого удивления постоянно, замечания. Из него, чтобы рождались наши работы в нашей палате. Тогда покупатели, все само образуется. Найдутся те, кто будет слушать эту музыку, если она написана профессионально, и из вот этого состояния переполняющего тебя ощущения вот радости, я не знаю, чистоты такой, тонкости, красоты. Друзья, вы там не забывайте закорючки, лайки, вопросы задавайте, пожалуйста. КС Росарт. Хочу задать вам вопрос, как вы все успеваете. Вы так часто видео выпускаете. На YouTube пишете много работы, у вас мастер-класс, онлайн-школа. Как вам это удается? Расскажите немного о своем распорядке дня, если можно. Следуете ли вы какой-то системе тайм-менеджмента? Нет, не следую, только слушаю себя. Хочу, например, идти заниматься, хожу в спортзал, практически каждое утро. Пользуетесь ли вы услугами фрилансеров? Не пользуюсь. Каких-то сервисов для монтажа видео? Нет, не пользуюсь. Поддержание сайта. Супруга Юля с сайтом, со всякими вот этими онлайн-школами, с вопросами справляется и оперативно решает все вопросы, если они возникают в поддержке. В онлайн-школе есть поддержка, если что, пишите прямо напрямую ей, и она все быстро решает. Как все успеваю? Раньше не успевал, когда торопился. Какое-то время постепенно происходит. Я почувствовал, что, как я не знаю, человек-катастрофа, да, все время натыкаюсь, бился куда-то, бум-бам, падало колено, потому что торопился, быстрее надо. Постарался замечать, что я тороплюсь, не могу избавиться от того, что кушаю быстро, как мне говорят. Мне нравится вкус, быстро ем. Стараюсь замечать и делать медленнее. Как только получается делать медленнее то, что ты быстро по привычке делаешь, больше успеваешь, меньше натыкаешься, меньше синяков. Слушать себя в этом смысле, на мой взгляд, самое важное, потому что вот интуиция внутренняя никогда не подводит. И если тебе не надо куда-то идти, значит, вот чувствуешь, не идется сегодня куда-то там. Значит, не идется. Вот это доверие нужно просто воспитать, что ли, если оно вдруг у кого-то единичного персонажа его нет. Это как внутренний такой голос, говорят, да? Внутреннее ощущение правды. Каждый это знает. И это очень тонкий голосок. В ушах ничего не слышно. Это ощущение, что не пойду, не надо торопиться. Упадешь, не поезжай туда, не надо. И восторг, о котором я говорил, если есть любовь к жизни, то она жизнь. Сама подскажет, где тебе быть в то или иное время, в каком месте. Если ты любишь делать то, что ты делаешь, делай это. Со всей страстностью, со всем темпераментом, на который только способен, и наилучшим образом.
3 года назад была выставка в Сочи, персональная моя. И сюжет об открытии этой выставки я предлагаю посмотреть в конце этого ролика. В конце заставки будет прямая ссылка на это видео.